Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с Игорем Мосейчуком. Игорь Владимирович, приветствую вас. Здравствую вас, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Начать наш разговор сегодня я хотел бы с итогов каких-то визитов Зеленского. Значит, что мы видим на экране? Да? Какой-то расстроенный, но заявление потужное. Набросал в чат журналистам каких-то заявлений голосовыми сообщениями. Ну и, собственно, встретился с Урсулой, с Коштой. Те говорят, фронтир Украина независимая. В общем, наш передний край, мы должны ее укреплять. И вроде как все для него складывается хорошо. Так а что с настроением, как говорится, что с лицом? И если давать оценки тому, что мы видели в Лондоне, в Брюсселе, на что бы вы обратили внимание прежде всего? Александр, на что я обратил внимание, на что я хотел бы сконцентрировать внимание наших зрителей. Значит, внешнее поведение, нервозность Зеленского связано не сколько там с употреблением каких-то веществ или нервным истощением, а связано с тем, что он понимает, какие времена лично его ожидают впереди. Что ожидает нашу страну и наш народ, ему глубоко плевать. А вот что ожидает его, он понимает, и поэтому вот у него вид такой на словах потужный, а внутренне мы видим какой-то заячий, испуганный на самом деле. Мы стали очевидцами вчера, как Зеленский послал нах Дональда Фредовича Трампа. Послал в открытую, послал с посылом. Да, он не сказал «пошел нах, Дональд». Он сказал по-другому, но смысл остался один и тот же. Мирным соглашением кирдык мы воюем. Опять же, непонятно, за что мы воюем. Имеется в виду финансово, идеологически давно непонятно за что. Я имею в виду финансово, за что мы воюем, чем мы воюем, ну, то есть, что с вооружениями, кем мы воюем, что с людьми, да, но мы воюем. Ну, со слов Зеленского. То есть, мы идем к миру, но мы воюем. Я глубоко убежден, что ситуация выглядит приблизительно так. Собрались эти три поца на Даунинг-стрит, я имею в виду Стармера, Мерса и Макрона, и говорят зеленейшему: вот мы дадим вот денег, как всегда намахают, хоть бы 50% дали, но мы дадим денег. Он им пообещал понизить мобилизационный возраст, мобилизовать там под 1 миллион человек, запустить женскую мобилизацию для службы в ТВУ. Вот. Вы спросите у меня, ну не вы, Александр, вы, я думаю, это понимаете, а зрители спросят, а зачем, ну вот это ж вот этим людям вот это все? Я дам ответ. Все очень просто. Есть две основных причины, по которым глобалистам, вот этим вот Стармером, Макроном, Мерсом и помельче, выгодна война, продолжение на этом этапе продолжение войны с Российской Федерацией. Во-первых, они таким образом таранят, атакуют Трампа. Они не дают ему начать торговые отношения с Российской Федерацией. Это для них страшный сон. Они не дают ему начать свой трек по Европе.
они сбивают его перспективы, как они думают, я еще не знаю, как сложится, этого никто не знает, его перспективы на довыборах в Конгресс и Сенат, ну и в дальнейшем перспективы прихода его преемника, республиканца, в Белый дом. Вы можете спросить, а где ж тут Украина? Да нигде. Ни Украина, ни украинцы тут нигде. И никто не считается, сколько ради этих геополитических игр и жаба Гадюкина украинцев пойдет на тот свет, сколько мы потеряем территории, какую инфраструктуру или промышленность. Вторая цель, которую параллельно, они достигают, они ослабляют Российскую Федерацию. Да, тоже подкидывая в огонь войны наших людей, наш народ, нашу инфраструктуру, наши территории, но они считают, что они ее таким образом ослабевают. Интереса Украины и украинцев в продолжении этой безумной войны на сегодняшний день нету. Нету. Вот их просто нету. Я скажу так. Чем закончится и почему нервничает Зеленский? Зеленский прекрасно понимает, какой инструментарий на сегодня есть в руках в Трампа. НАБУ, САП, дело Миндича, записи, на которых есть Елена Зеленская и он сам. Он понимает, что это будут вытаскивать в той или иной форме. Это будут разыгрывать в той или иной форме. Он понимает внутреннее бурление и состояние в украинском обществе. Он понимает, что партия войны в Украине сужается. И все, кто к ней хотя бы причастны, например, как остатки ОПЗЖ, да, они обнуляются, они теряют любые перспективы. Более того, я скажу так, есть внутренние вопросы, готовые взорвать ситуацию. Я вчера записал интервью, кто не посмотрел, рекомендую у меня на канале, Виктория Борисюк. Это координатор семей, пропавших без вести наших воинов и семей тех, кто в плену наших воинов. Она рассказывает, Александр, страшные вещи. Она рассказывает, например, что плюс-минус 48% людей, которые числятся пропавшими без вести, они в российском плену. Но ищут их сами родные. Сидят, высматривают паблики российские. Кто-то уже чуть ли не программы по поиску пишет. Присматриваются к одежде, к крупицам чего-либо. Находят, устанавливают. Все. Приходят в координационный штаб, да? А им говорят, идите тусуйтесь, ваши доказательства ничего не стоят. С людьми ведутся грубо и так далее. Вторая шокирующая вещь, Александр, это просто на голову не налазит, репатриация тел. Оказывается, 40% тел даже не проводится идентификация. 40% тел, Александр, они не идентифицируются, а просто сразу как животных закапывают. Насчет животных это не мои слова, это как раз Борисюк, Виктория и сказала. Третье. Оказывается, то, что мы не раз обсуждали, история с Курской авантюрой, это просто полнейший звездец, там пропавших без вести вообще уйма.
Никто никого установить не может. Людей судят за терроризм, ну, в связи с непринятием Верховным Советом соответствующих юридических решений. Никто не может ни посоветовать, ни сказать, ну, что как. Но зато потужно решили снять фильм. Як козаки на Курщину ходили. Ну, это, конечно, да. Это самое. Родственники погибших, родственники пропавших без вести, пленных говорят, что вы делаете? Это раз. Во-вторых, скажите, это уже не Мосейчук говорит, Даша, как они там, иноагентом меня или кем там обзывают. Это говорят, ну, сами родственники. Что вы делаете? Говорят, вы можете нам объяснить, а цель, зачем туда казаки ходили? Ну, какая-то военная, политическая. Ну, какая цель была? Все в рот воды набрали, на людей смотрят. Ну, то, что мы всегда спрашивали, ну, в эфире. Ответа zero. Смотрите, тут же и наконец-то, одну секунду, Александр. Виктория написала письмо и собрала подпись. Ну, такое много подписей на имя Трампа, в котором четко сказала, что надо остановить бойню, чтобы не гибли люди по обе линии фронта. Ну, это не она одна сказала, там тысячи подписей. И мы поддерживаем мирные инициативы Трампа. Мы просим обратить внимание отдельное, расширенное на пропавших без вести, ну, на пленных, на их возвращение домой, все. Как только вчера вышло интервью этому, как только это письмо мы опубликовали, мы его отправили, кстати, там по линии своих связей в Белый дом, выходит омбудсмен Дмитрий Лубенец, это впервые в истории новейшей Украины. До этого только спецслужбы, ну, промышляли. Выходит омбудсмен и говорит, шатун, на нас напал шатун, нас покусал шатун, 3-5, 0, не знаю, какой по очереди шатун на них напал. Но вот шатун, агенты Кремля готовят провокации, будут использовать родных и близких, пропавших без вести и пленных. Митинги в Николаеве, Одессе, Харькове, Днепре, Киеве. Вот, ну и тому подобное. Ну, цинизм, вот, конечно, высшей меры, безусловно. Однако тут же нужно понимать, какие карты, да, у Зеленского. Одна только карта, которую вы назвали, и в принципе это традиционно, он едет в Европу и, ну, торгует людьми. Говорит, вот смотрите, мы еще больше наберем людей, еще больше в топку кинем, но вы дайте денег, вы дайте оружие, дайте возможности это сделать, а мы готовы. Но с деньгами как-то не складывается. Г7 собрались, вроде как поддержали пути поиска решений по российским деньгам, но ни до чего не договорились. МВФ говорит, давайте МВФ. А у МВФ потрясающие просто условия. Все за голову хватаются. И вот эти все потужные, скажем так, инициативы на следующий год повысить стипендии, зарплаты там врачам. Это вот просто, знаете, можно на это повышение булку хлеба купить и, в общем-то, и все. Все это понимают. Плюс тяжелейшая ситуация со светом. После ударов в Сумах нет света, в Полтавской области нет света. И как бы все смотрят и говорят, ну, сделайте что-нибудь, хватит. Получается, что народ как бы за то, чтобы все остановилось, и уже бог с ним, с этими условиями, но ключевое это условие, мы не имеем права выходить из Донбасса, не имеем права оставлять. Нам вот Трамп предлагает обменять то, что еще не захватила Россия, на часть Донбасса и Запорожскую атомную. Это вот то, что Зеленский наговорил. Территориальные уступки неприемлемы. Я вообще не мог разобраться. Знаете, это проклятый территориальный вопрос. Я вообще не мог, что он там верз вокруг атомной станции оккупированных, неоккупированных территорий вчера. У меня такое впечатление было, что явно кокс некачественный или что там было. Но я и так пытался разобрать их. И по слогам разложить.
и по словам построить. Ну, не выходит. Ну якась абракадабра. Что-то на что-то, почему-то, зачем-то. Абсолютно, Александр, непонятная ситуация. А в то же время у Виктории Борисюк постоянно каждый день пополнение. Тех, кто пропал без вести, и тех, кто в плен попал. И запускается тема, кони бегали по кругу. Ну, то есть, наши люди бегали по кругу. Одни бабло считают шифирами. Ну, Медичи отпали, теперь шифирами считают бабло. Гражданином Российской Федерации, на секундочку. Вторые думают, как Трампа сбить. А этим самым дурным хохлам, як вони говорят, да, там, это самое, что он там куда-то этих хохлов имел на пленках, как он там говорит. Это самое, дурным хохлам вкинем мовный срач очередной. От очередной мовний срач. Було, не було, а хай один другого зачуби, і ха-ха-ха, а ми будемо... Ну, языковой срач, это, конечно, там отдельная тема. Опять, все и псо, все неправда, но я все-таки о Донбассе. Так не важно, правда ж не... Ну, Александр, понимаете, в чем вопрос? Вот я наблюдал за этой ситуацией. Ну, я наблюдал. Я всегда говорю, только вспышка тут, ждите вспышку на Востоке. То есть, а на Востоке кто-то в глаз даст украиноязычному. Ну, это ж это самое, понимаете, разделяя власть. Тут вопрос в другом. Правда, неправда. Эти подонки могут и правду сделать вот такую вещь, чтобы обидеть ребенка, разжечь. Ну, понимаете, да? Все понимают, что есть законодательство, есть вопрос буллинга, и моментально надо выходить, реагировать на это. Никто не реагирует, все ждут, пока этим субстанцией зальет все просторы интернета, потом выходят и говорят, и псо пропало. Было, не было, уже не важно. Согласны со мной, Александр? Уже нету никакого значения, было или не было. Уже в душе эту субстанцию налили. Понимаете, ну то, что делают с украинцами, это правда. Я вот с вами, кстати, соглашусь в том плане, что подняли вот этот хай, ну там блогеры активизировались, одни за, говорят, вот надо учить украинский язык, что это вот такое. Так другие... Надо все языки учить, это отлично, 21 век на дворе. Другие против, говорят, Львов не такой, ну, условно, эти львовяне, сколько можно, вот это все. То есть, ну, вы видели все. А тем временем тихонько, по данным источников, не официальным, а источников, ушли из кармана под Мирноградом. И сам Мирноград окружен серой зоной. Ушли, чтобы спасти жизни, понимаете? Об этом уже Дипстейт официально сделал заявление, что это правда, что вот тут серая зона, выдали карту, а вот тут вышли из кармана, и говорят, ну, это был маневр, да, там, и так далее. Ну, смотрите. Вот реально. Во Львове сейчас возле жилищ, где живут переселенцы, клеят наклейки «Львов для львовян». Ну, я прекрасно понимаю, что это чушь собачья. И 99% львовян не то, что не думают так, а ну вообще не так. И не львовяне они. Да. А этот самый... Но надо... Это элемент либо использования полезных долбограев, либо вообще элемент другой. Но, так, ребята, может, вы по-человечески реагировать начнете? Может, вы там соберете переселенцев, поговорите, скажете, да это не так, да это вот так вот. Не то, что это там ИПСО, ШМИПСО и так далее. А реально работать с людьми начнете. Ну, понимаете, да, Александр? Но нет. А в это время, вы правильно заметили, в это время на фронте Тришкин кафтан.
там залатали, там вывели, там это самое. Вы знаете, я ж всегда довольно критически относился к господину Сырскому. Но я сейчас хочу сказать, тут надо отдать при всех моментах должное. Он латает кафтан. Ну, насколько это позволяет ситуация, людской ресурс, да, это, опять же, все работа как у мясника, да, это самое. Но вот так вот, благодаря, несмотря на этот скандал, когда масса людей говорит, ну, еще если Ермак сбежал со страны, то мы вообще положим оружие и пойдем, да, ну, его в пень. За что мы тогда воюем? Нет, так погодите, всякие военные корреспонденты нам что говорят? Опять-таки, я с этой информацией, конечно, прозреваю. Говорит там одна корреспондентка военная, говорит, смотрите, военные на передовой против выхода из Донбасса. Послушайте, этот маневр, который совершили под Мирноградом, он ничем не отличается от маневра выхода из Донбасса полностью. По большому счету. Это тоже маневр, это тоже военное дело. Нужно просто решение верховного главнокомандующего. И, собственно, все. Ну, понимаете, в чем дело? То есть, отступили вы из этого кармана или ушли там по границе, дело технически, да, ну, как бы не меняет ни одно на другое. Вопрос, зачем? Правильно, чтобы сохранить личный состав. Мотивация железобетонная. Так давайте сохраним личный состав, давайте сделаем подобный маневр, а тогда не будет чем крыть, условно, в геополитических вот этих переговорных всяких моментах, которыми сейчас занимаются. И россиянам скажут, ну все, смотрите как. А куда вы дальше идете? Ну, и никто никуда не пойдет, и будут уже договариваться предметно по тем или иным пунктам. Ведь этого все ждут от Зеленского. А он этого не делает, потому что понимает, что, ну, если... Ну, это еще не созрело. А для этих решений надо как-то поменять власть. А как ее поменять? То есть, ну, там, Залужного прислать опять, ну, как бы сюда, домой. Ему же там дома хорошо было, да, а он опять на работу встречал Зеленского в Лондоне вчера. То есть, смотрите, важный же вопрос. А нам говорят, что все, тупик, это невозможно, воюем дальше. Так если есть возможность остановить войну, нужно же принимать какие-то решения. Но Зеленский, кажется, не способен этого сделать. Почему? Александр, ну, во-первых, по поводу укрепрайона Краматорск-Славянск мы о нем говорим, потому что все остальное это при нынешнем темпе войны, как бы мне это не тяжело было, но это вопрос времени. Вопрос Краматорска-Славянска – это вопрос большого времени, и поэтому там серьезный укрепрайон, и поэтому и идет вокруг этого геополитическая игра, торги, как вы говорите. Путин говорит одно, да, там Зеленский говорит другое, Трамп говорит третье. Ну, этот клятый, проклятый территориальный вопрос – почти за Булгаков. Он упирается даже не в то маневр сохранить все настроение военных. Он упирается, вы правильно заметили, в политическое решение. Американцы предлагали и предлагают несколько вариантов решения этого проклятого территориального вопроса, который держит войну. В том числе и россияне, насколько я так понимаю, на это согласны были, это демилитаризованная зона. Это зона, в которой нет войск ни тех, ни других. Администрирование совершается российской стороной, но войска туда не заходят. Как и кто это будет гарантировать, это предмет переговоров. Но чтобы к этому предмету перейти, надо решить как-то, ну, вообще хоть что-то. А что-то никто не хочет решать, и происходит ситуация. По поводу настроений в войсках. Я тоже много общаюсь, я скажу так. Нету ни одного воина, с кем я общаюсь, любых званий, там, и которые хотели бы продолжения войны. Которые не понимали бы, что мы где-то близки к порогу краха. Да,
тотальное большинство говорит, мы не можем выйти, оставил там наших людей, оставил там, еще что-то. Так это все технические вопросы. Так можно забрать людей, да? Ну, Александр, я же говорю, это технические вопросы, это обговариваемый вопрос. Вопрос самый главный в следующем. Насколько и как готовы решить вопрос прекращения войны? Это ключевой вопрос. Все остальное – это свистопляски в направлениях там, апеллирования к людям. То есть сотни тысяч людей, временных переселенцев, которые хрен знает где ютятся, никого не волнуют, а тут заволновало. И на этом акцентируют. Так, пожалуйста, я против, чтобы оставлять кому-либо людей, которые не хотят, оставаться, да? Я против. Так организуйте это все. Продумайте, как это сделать, как остановить. Опять же, какой порядок гарантий. Это все предмет переговоров. А мы имеем предмет переговоров следующий. Смотрите, что мы наблюдаем последние дни. Рустем Умеров, гражданин, который имеет 4 паспорта – Украины, России, Турции и Америки, чья семья живет в Америке, чей бизнес в Америке, чьи деньги в Америке, уголовное дело, по которому курируют и ведут американцы, потому что есть дело в НАБУ и ФБР, а НАБУ тоже зависимо, мы понимаем, от Госдепа. Это человек, который зависим от Америки на 101%, возглавляет украинскую делегацию на переговорах с Америкой. У меня вопрос к зрителям, к вам, Александр. Как этот человек может отстаивать какие-то национальные интересы? Да никак. Никак. Просто никак. Ему доводят. Правильно, неправильно. Он говорит, yes, sir. И вот он вчера прилетел, он чуть ли не на коленях, там в ногах у Зеленского валялся, говорит, это опять же о настроении, да, Зеленского вчера? Говорит, остановитесь, они меня, они нас, они в Алькатрас, понимаете, да, то есть, все всем понятно. Там же не одна история бронежилетов, там беспилотники, там закупки снарядов, ракет, то есть там на ПЖ в Алькатрасе, реально, на работе. И кто-кто, а Умеров при принятии политического решения за ухо в розовый костюмчик и туда. Он там просил все, но Вова уверовал Зеленский в свою там непобедимость, возомнил себя Наполеоном, правда, видно, не дочитал историю жизни Наполеона. Вот, и это самое, и так далее. Плюс, с Украины же идут новости. Вы же понимаете, что плохой вот такой запах дерьмеца зеленого, он с Банковой, идет и усиливается очень с каждым днем. Он насколько испуган, насколько панически настроен в отношении того, что заговорит один из главнейших свидетелей по делу об узурпации власти и ограблении мародерства народа во время Большой войны Игорь Валерьевич Коломойский, что они, просто уже этот спектакль уже, ржут с этого всех, кто только может. Поломанный автозак один на всю страну, как оказалось, понимаете? Внезапно, да. Да, это попахивает точно средневековьем, Александр. Так и что он может сказать? Нет. Давайте так. Смотрите, вспомнить что-то, как начинал Зеленский, на каких условиях, какие-то страшные... Единственное, что вот я просто так анализирую, в этой ситуации, разве что он какой-то
ну, не знаю, что-то личное скажет, там, о употреблении чего-то, или какие-то там, не знаю, случаи в бане какой-то расскажет, или, ну, вот такое что-то, что именно ударит конкретно по образу Зеленейшего. Нет, Александр, смотрите, я скажу, насколько я там знаю чуть больше, но скажу, насколько я могу, да, говорить. Ну, во-первых, он знает конкретные доказательные вещи по узурпации и по мародерству. Конкретные, вот именно конкретные вещи по конкретным эпизодам, которые являются и могут быть доказательной базой и будут доказательной базой в уголовных делах. Это раз. То есть это чисто даже процессуальная история. Начиная от регистрации, от намерений, ну и так далее, и так далее. Второй момент. Коломойский заключил сделку с НАБУ и САП. В этом нету сомнений. Это он убедил Боголюбова. Боголюбов был категорически против. Произвести засверливание и дальнейшие действия с его квартиры по отношению к квартире Миндич. Зная Игоря Валерьевича, вы же тоже так немножко, ну, как говорится, знаете этот андеграунд, ну, это вообще. Допустить, что кто-то кого-то писал, а у него нету того, что он писал, он не мог. То есть он явно владеет, и ему явно не нравится, как играют, ну, этими пленками те, у кого они оказались. У него своя игра, он же свою попу хочет из СИЗО вытянуть, ну и это самое. Это второй момент. Третий момент. У него есть ряд доказательств. Я это знаю точно. Документальных доказательств, которые, увидев страна, ну, не просто охренеет, а скажет: Вова, пшел, ну, быстренько. И даже вот это вот иллюзорное большинство, новая коалиция в парламенте, ну, которую мы лицезрели при принятии бюджета, я же думаю, у вас, Александр, нету сомнений, что де-факто мы имеем новую коалицию. Потому что принятие бюджета и формирование правительства – это два триггера для любой политической системы парламентской, ну, которую мы имеем. Мы видели голосование и одно, и второе. Значит, у него есть документальное подтверждение, у него есть документ, который может перевернуть все с ног на голову. Насколько он… Другой вопрос, Александр. Зная Игоря Валерьевича, я не знаю, я не утверждаю, я же не его адвокат, я не его консультант, ну и так далее. Я не его сторонник. Я не знаю, насколько он принял для себя решение играть на все 100. То, что он игрок, то, что он начал игру, это очевидно. Это, ну, все видят, все понимают. Так а когда еще играть? Мы же видите, какая... Мы же с этого начинали, какая диспозиция вокруг Зеленского. Если играть, то только сейчас. Правильно, я об этом и говорю. 2 года тюрьмы, 2 года одиночной камеры, 2 года вырванные из жизни, ограблено все, что можно было ограбить. Притом, если бы ограбило государство, ну, по делам, да, заслужил. А так ограбили соратники, чуть ли не несостоявшиеся родственники и так далее. И, естественно, зная Игоря Валерьевича, ну, вы знаете вчерашний анекдот дня? Кофе идем пить? Не. А почему? Тазак поломался. Понимаете, юмор черный, но со смыслом. И Владимир Александрович выходит то там вот в Лондоне на Бейкер-стрит, в этом Даунинг, вернее, стрит, выходит в Брюсселе, а в голове все время стучит: касса, 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 близко. Понимаете, он это понимает, и он это видит. И
И Коломойский один из архитекторов того, чтобы довести его до кассы, он это не скрывает. Вчера адвокаты заявили, я знаю там из общения тоже с людьми, которые близки к защите, ну, будем так говорить, да, Игоря Валерьевича, я знаю, что с момента, подтверждаю то, что сказали адвокаты, с момента, когда он заявил о конце Наполеона, ну, в заседании суда, его не вывозят. Судьи болеют. Кого-то, наверное, пчела за язык укусила, кто-то там палец на ноге поломал, кто-то там обгадился где-то, не знаю. Ну, то есть, с большой вероятностью в четверг заседание тоже не состоится. Да и сегодня должно быть заседание, Александр. Только, ну, в другом деле, да. В другом деле, в другом суде. Ну, по состоянию на вчера ни одно заседание не проходило. Вчера разыграли вообще картинку. Я отслеживал, мне мои возможности, как бывшего замглавы Первого комитета правоохранительной деятельности это позволили. Я отслеживал вообще эту ситуацию для того, чтобы и для себя понять, и людям, как говорится, рассказать. Что происходило? Происходил сценарий для телемарафона. И телемарафон цел. Ну, тех, кто еще хавает телемарафон. Потому что ни один меняемый же человек в это поверить, ну, не может, что это не сценарий. Ну, телемарафон может скушать. Значит, приехал автозак в СИЗО СБУ. Загрузили в автозак Игоря Валерьевича. Ну, это ж на улице погодка такая, в автозаке, ж там прохладненько, мы же понимаем, да? Загрузили. Он не обогревается, это я зрителям рассказываю. И вот он сидит там. А они там ходят и сообщают в суд. Автозак поломался. Ну и ходят, полчаса ходят, 30 минут ходят, потом захлопывают крышку автомобиля и говорят, ты справился. Выезжают в ворота СИЗО и едут в суд. Едут ровно 5-7 минут. Потому что в это время в суде, по сговору, естественно, принимают решение суд перенести. Автозак с Игорем Валерьевичем разворачивают и назад в СИЗО Игоря Валерьевича поднимают в его одиночную камеру. А потребителям телемарафона говорят, так а что мы? Мы ж ничего. Мы не обосрались, и памперсы не меняли. Мы его везли, машинка поломалась, потом исправилась, а этот суд взяли и перенесли. Нестыковочка вышла. Ну, смотрите, это понятно, конечно, слуга народа, да, как бы новый сезон или... Как-то мы рождены, чтобы... Последний сезон под условным названием «Я тебя породил, я тебя убью». Ну, смотрите, опять-таки, а почему раньше не решил убить Зеленского? Смотрите, Александр, два момента. Которые вижу я. Это, опять же, лично мое мнение. Я же не представляю ни защиту, ни сторону Коломойского. Лично мое мнение, почему сейчас, а не раньше. Первое. Мы помним, насколько сильна до Миндичгейта была вертикаль смотрящих, подсматривающих, организовывающих, деребанящих зеленый гнид. Да? Миндичгейт это все подкосил, ослабил и превратил в какую-то субстанцию уже даже зеленую, а не отряды гнидок. Эту ситуацию с Миндичгейтом одним из архитекторов, не основным, не его идея, не это самое, но одним из архитекторов был Коломойский. Был он для того, естественно, не подумайте, чтобы открыть коррупцию в стране или еще что-то. Был он там для того, чтобы спасти собственную задницу из СИЗО. Поэтому до этого он молчал. Это раз. Во-вторых, Александр, я скажу так. Как человек, который дважды побывал в застенках СИЗО СБУ,
угроза жизни там очень довольно реальна. Там вроде бы, в отличие от Лукьяновки, ни допуска никого нету, ничего, не это. Но я знаю точно, были случаи повешения. Очень интересные. Ну, так, понимаем, да? Меня лично там отравили. Это зафиксировано есть в материалах дела, экспертизы, все это самое. После употребления водички сразу жене разрешали передавать, потом жене запретили передавать, говорят, покупайте у нас в магазине. После употребления их водички у меня открылась семья, кровотечение внутреннее, и только благодаря вмешательству украинского народа и украинских врачей, и я очень благодарен и Ольге Богомолец, которая тогда возглавляла медицинский комитет, и Александру Юрьевичу Усенко, директору института Шалимова, врачам, которые фактически вытягли меня, с того света. Поэтому я думаю, что он обставлял так это, чтобы случайно ничего не съесть, чтобы его боялись тронуть. Вот по состоянию на сейчас тронуть Коломойского – это выбить стул под собой, засунув голову в петлю. Понимаете? То есть я думаю, он играл так и выстраивал эту архитектуру, чтобы обезопасить себя от расправы над собой. Нет, вполне вероятно, это анонс этого заявления тоже с каким-то элементом. Конечно. Для того, чтобы себя сберечь. Это делали адвокаты. Они понимали, что его не вывозят уже энное количество времени. Это адвокаты оплатили размещение еще и специально на плюсах. Это сразу видно юмор Игоря Валерьевича. Это оплаченное объявление на YouTube-канале, отжатого у него канала, понимаете? То есть это в стиле Игоря Валерьевича, и так далее, и так далее. Но это еще ж демонстрирует, знаете что? Это ж демонстрирует, насколько эти зеленые гниды за гривню или бакс в церкви готовы пернуть, как говорится. Это такое наше украинское выражение. Я думаю, что если он скажет, чтобы завезли пару десятков тысяч Наталья Мосейчук, прошу не путать, даже не одна фамилия, то она будет кричать на каждом углу, бегать и кричать «Спасите Игоря Валерьевича». Время же пришло. Смотрите, вообще, конечно, в последнее время немножко поменялось отношение. И вот я с вами соглашусь, что после Миндичгейта, или как во время, мы же не после, мы во время находимся. Мы находимся в процессе. Я думаю, что сегодня-завтра будет прилетать, я думаю, там уже в США поняли, что Дональда Фредовича послали на 3 буквы, в прямом понимании этого слова. И тут же самое главное в этой истории с тем, что послали Дональда Фредовича. Он же тоже своеобразный носорог, и послали-то и послали. Какие-то зеленые, какие-то, то есть для него это, идет себе носорог, там какая-то гиена бегает зеленая, это самое. Тут вопрос в другом. Его этим послали, унизили перед Путиным. И вот это для него. Почему? Потому что у них понятийная договоренность, еще со времен Аляски. И эта договоренность не об Украине. Вот все, кто думает, что Украина там в центре всего на свете, у них договоренность об освоении Арктики, о освоении Аляски, Сахалина, редкоземельные, водичка в арабский мир, и так далее, и так далее. У них там планов, множество. Но эти планы нельзя запустить, пока не окончится война в Украине. Там, смотрите. Подождите, и Путин сказал: окей, Дональд, но Звездюк же ваш.
Ну, смотрите, тут же еще какой момент. Еще вот эта стратегия национальной безопасности, ее разбирали многие аналитики. Тут все как бы сходится воедино и понятен стратегический курс Трампа. Я хотел бы все-таки о внутренней нашей ситуации поговорить. Мне очень интересно, как вы комментируете ситуацию с Скороход. Значит, она выходит, говорит, я всего рассказать не могу, я по подписке. Ну, то есть, не разглашение. Но, в общем, все ложь и провокация. Другие говорят, погодите, ну как провокация? Там голос наложили, что-то изменили, текст, обстоятельства, показывал свою квартиру, это не моя квартира, да какая разница, какая квартира. Смотрите, тут же как бы два момента. Да? Момент первый. Ее сбили, да, она сейчас пытается, собственно, реабилитироваться. Момент второй. Если это все правда, то почему она до сих пор на свободе? Ну, вот условно, да. То есть, если ключевой, ну, вот этой точкой, куда передавали деньги, вопрос же в чем? Что санкции можно купить и продать. Мне вот так, я теперь встречаюсь с кем из подсанкционных гостей в эфире и спрашиваю, сколько стоят ваши санкции? Ну, там, вы так по дружбе, по доброму слову, или как бы кто-то оплатил это удовольствие? Понимаете? Она, получается, собственно, ну, этим вопросом занималась или была причастна к этому вопросу? Кто ее сбил и зачем? И что ее ждет дальше? Сядет она? Или, в общем-то, репутационно, как бы, ну, вот уже никому не интересно, в последственном плане будет просто тише? Смотрите, я глубоко убежден, в плане Скороход была запущена торпеда. Работала СБУ. НАБУ приволокли, потому что доверие к СБУ вообще бросали все, ну, ходили по пальцами тыкали, понимаете, тут же что НАБУ есть. Было, не было, Александр, я свечек не держал никому и утверждать этого не могу. Я исхожу из фактажа. Первое. Я проржал просто от тупости. Даже вырезал. Есть отдельное видео, кусочек этого спикера Службы безопасности Украины, который говорит дословно. Но реализовать преступное намерение организованная преступная группа не смогла, потому что честные и порядочные члены РНБО, работники РНБО не взяли денег. Я когда это услышал, у меня истерика началась. Ну, я знаю как минимум двух людей. Один из них бывает гостем у вас на эфир, к которым приходили и называли конкретные цифры за невключение в санкционный список. Называли цифры поболее, чем Скороход обсуждала, тем более, или то, что они нарисовали, или она обсуждала. Ну, еще раз. Значит, раз. Я знаю двух людей. Я знаю схему, по которой работала эта история. Я знаю, что в ней глубоко Данилов, его сын, замешан. Я знаю Венский, их офис, который над этим работал во главе с Яром Куршутовым, который был в санкционных списках и пропал. Тоже очень интересная история. Все это знаю, но нам рассказывают. То есть, у меня такое впечатление, что спецоперация со Скороход направлена на то, чтобы, кроме всего, показать, какие честные, неподкупные, и сохранить институт санкционной политики. По-моему, они его дискредитировали полностью, этот институт. Ну, когда дурак или этот шатун
берется в комнате с хрусталем наводить порядок, то, как правило, бьется все, ну и рушится все. Я вчера еще провел расследование, опубликовал, можете зайти посмотреть, исследовали, как обогатился советник президента по санкционной политике господин Власюк за время пребывания на должности и занятия санкциями, как у него появилась недвижимость, авто, счета, декларация, что спрятал от декларации, ну, все. У меня вопрос. Человек, чиновник категории А, не хочет НАБУ с НАЗК и САПом прийти и задать вопрос. Это ваше? А за что купили? А как купили? А денежки откуда? Ну и так далее, и так далее. Поэтому вопрос, да, вы абсолютно правы. Хотели показать, что вот тут какие-то депутаты, которые там оппозиционные речи двигают, торговали или санкциями, но не взяли деньги, честные, порядочные сотрудники РНБО, а получилось все наоборот. Получилось то, что, знаете, сами себя измазали в субстанцию. Так вот, дальше. Я четко знаю, вижу, видел экспертизу у меня, она есть полностью проведенная людьми, фото, видео, которое демонстрировало СБУ, НАБУ, по скороход, подвергались монтированию. Насколько, в каком направлении, как, это уже вопрос к следствию. Почему, зачем это делалось, чьи деньги, чья квартира, чей голос, ее, не ее, подрезали, зарезали, смонтировали. Это уже 25-я история. Факт тот, что это подвергалось. Зачем, как, я думаю, мы скоро это узнаем. У меня есть свои версии, кроме попыток там отбелить эту санкционную политику, которая уже не отбеливается. Там были еще несколько причин, почему это запущено. Кстати, письмо этих людей, которые родственники пропали без вести и в плену, должна была скороход вести в Штаты с кем-то там встреча с конгрессменами и так далее, это тоже имело место. Но там были, я думаю, еще ряд причин, в том числе внутривидовая борьба в службе безопасности, Жаба-Гадюкин между правоохранительной системой. Ну, то есть там будет много еще интересно. Мы вернемся, Александр, к этому. Для меня, как человеку, который занимается правозащитой не один год, тут вопрос очевиден. Либо вы выйдете и покажете обществу реальный фактаж, а не вот это все. И мы поймем, зачем, как, почему там было, не было, ну и так далее. Либо вообще фигня. Теперь последний пункт, чтобы уже уйти, как-то от этой темы. Смотрите. Выходит этот спикер и говорит: организованная преступная группа, которая была организована, то есть организатор скороход, да, заметьте, это он говорит, народным депутатом Украины, да, занималась вот этим. Чисто с юридической точки зрения. Нас смотрят много адвокатов, много всех. У меня вопрос. Если это организованная преступная группа, значит, без права на заставу. Все. Вот у меня сидели друзья, с которых вымогали деньги, да, офис президента вымогал. Вот их взяли, упаковали, засунули, придумали им ОПГ,
хоть их там 4, а не 5, как должно быть. Все. И они сидели без права на заставу, пока там это все не рухнуло. А тут ОПГ, народный депутат, хоп, член ОПГ выходит 4,5 миллиона заставы, да? А главе ОПГ вообще пока непонятно, что-то, то есть у меня вопрос. Либо вы не звездите про существование ОПГ, либо действуйте в рамках криминально-процессуального кодекса. Это ж уже как бы смешно выглядит. Поэтому эта история, она еще сыграет, вспомните, Александр. И она сыграет злую шутку со всеми санкциями, которые они наводили. И она сыграет злую шутку по поводу тех, кто это дело мастырил и почему они его мастырили. И неважно, было, не было, для дальнейшего развития событий уже сделали все, чтобы людей не интересовало сам предмет этой истории. По большому счету, даже если было, это тянет на шахрайство и не более. Ну да, у нас же как, продавались, помните, в офисе президента место главы департамента за 100 тысяч. Можно было прийти на работу устроиться. Если есть 100 тысяч, давай. Аж Ермак бедный. А вы не забыли, помните историю эту дикую с перепуганным Ермаком утром? Там моим родственникам его задержали, этого афериста. А что с этим делом? Так все, взяли же этих шахраев. Нет, так а что? Брат, племянник, третья вода на киселе, никто или что? И вообще, а НАБУ, а где Ермак? Где Ермак? Где подозрение? У меня дикий вопрос. Если Ермак виноват, то где подозрение? Если Ермак не виноват... А что его сняли? Да, абсолютно правильно, Александр. А тут впечатление, что мы в каком-то дурдоме. Это самое, палата номер 6, понимаете? Заговор, вы считали, да, это все? Заговор, чаты, там, общение, посадить, рассадить. Ермак где? А кто вместо Ермака? Давайте на этом, чтобы точку поставить в нашем сегодняшнем разговоре. Вот смотрите, Зеленский подтвердил, что он рассматривает кандидатуры. Значит, важный момент. Если это, так как преподносит Зеленский, что это вот мой человек, он мне там помогает руководить, это вот все, я с Ермаком пришел, с Ермаком и уйду. Если это такая техническая функция, то что так тянуть? Вот проблема. Если я выдерну там Шмыгаля или выдерну Федорова, там Кислицу еще называют, Буданова тоже во второй очереди, то тогда у них там завалится их направление. То есть человек расписался в том, что у него на ладан дышит система. Но он это сделал, потому что это меньшее зло. Пускай лучше он так это сделает. А подвох, наверное, в чем-то другом вот этой новой кандидатуры. Кто станет, как вам кажется? Услышим мы на этой неделе, кто будет. И, собственно, что это... какая игра за этим стоит? Александр, все равно вернусь к прошлому. Не ответив на вопрос, где Ермак, рассуждать о всем остальном, о чем вы спрашиваете, очень тяжело. Потому что если Ермак эвакуирован Зеленским, а такие слухи ходят, то есть вывезен со страны лично Зеленским, там, когда он ехал в Ирландию или сейчас в Британию, это... одна история, он там возглавит заграничный теперь бэк-офис где-то в Италии на даче или еще где-то. Это вот второе, а может он в бункере, там где они вместе спят.
Или спали, я же не знаю. Вся вот разгон вот этой истории Зеленский предал Ермака, Ермак демон, а Зеленский святой, зачарованный Кай, ну и так далее, и так далее. Ну честно. Куклы Вуду у Ермака. Да, они были. Да, они зафиксированы на пленках. Да, они в обрядах участие принимали. Оба! Что ж там за обряды такие, Игорь Не, Владимирович? ну они сатанисты. Ну, вот они сатанисты. Как? И Зеленский? Да. А нам сейчас пытаются продать, что один Ермак. Понимаете, в чем дело? Подождите. У нас, смотрите, у нас очень модно последние годы с вот этой историей. Помните? Шойгу, шаманы, Путин там в холодильнике, какую-то там кровь где-то пили. Вот эта вся история. Смотрите, во-первых... А тут мы видим ровно то же самое по прошествию определенного количества времени. Смотрите. Шойгу и шаманы – это история понятна по причине того, что Шойгу принадлежит к этому народу, где шаманы в порядке вещей. Это их верование, и я не хочу в него вмешиваться. А тут православная страна, два человека, которые страной рулят, у них оккультные вот эти все вещи. Они советниками берут сатанистов, вот советники президента, там есть иностранцы, которые просто сатанизм исповедуют, ну, как религию. Они берут участие в культах, в одного из них проводят обыски, находят подобные вещи, я думаю, во второго есть. А глава Нацбанка имеет такие же татуировки, такие же браслетики, такую же символику. И, Александр, ну давайте так. Тогда выходит, что эти двое, ну, верховных, да, и подверховный, и верховный, правда, не знаю, кто под, кто верховный. Меняются, наверное. История покажет, это самое, расследование покажет дальнейшее. Значит, кто сверху, кто снизу, я имею в виду. Они уничтожают православие. Они уничтожают национальные традиции, основанные на вере православной. Они все это гомняют, превращают, опошляют, превращают во все, ну, в субстанцию, так сказать, нам пытаются. Они перетряхивают мощи святых праведников киево-печерских. Они голубцы там крутят в храмах и так далее, и так далее. Это все их идеологию уничтожают. Ихний кореш с татуировкой, браслетиками «Я пышным» уничтожает банковскую систему, что вписывается в идеологию этой публики. Уничтожение банковской системы страны, подчинение вот этой всей истории, это все с одной этой идеологической песочницы, понимаете? Что и уничтожение православия. И теперь нам продают историю, кто станет главой офиса президента. Я возвращаюсь, чтобы уже подытожить. Александр, да нету разницы кто. Нету. Мы, напомню, для вот этих недоразвитых всех, которые корчат себя оппозиционеров, которых там посадить Зои Ермак хотел, ну и так далее, и так далее. Для всех напоминаю, какая нах разница? Откройте Конституцию, кто завхозом будет на Банковой секретарем. Ответьте, Александр, вы знаете, кто был главой администрации президента у Леонида Макаровича Кравчука? У Кравчука нет. Ну и слава богу. У Кравчука, кстати, не знаю, да. Там с Кучмой еще понятно, там, а вот у Кравчука без понятия. Вот и слава богу. Вот и слава богу.
А вот с Кучмой, как вы правильно заметили, Да. начали историю возвышения этой институции. Потому что при Кравчуке никто и не слышал, что такая институция есть. Ну, есть и есть, понимаете? Ну, канцелярия, да. Да, канцелярия-то и канцелярия. А тут начали там табачники, Ну, Медведчуки. смотрите, я вот все равно с вами, я как бы понятна ваша позиция, но давайте откровенно. Ну, это же нам покажет и продемонстрирует, насколько крепок Зеленский. Ну вот, насколько вот его, скажем Не-не. так, его структура... Главное, что нам покажет это, нам покажет это, насколько крепок его партнер Андрей Ермак. Вот что покажет. Понимаете, Александр? Потому что все сказки о Кае, Герде и куклах Вуду, которые есть у одного, но во второго мы не видим, ну, понимаете, да? То есть это все то, что умеет делать Зеленский. То, что умеет делать те, кто создали «Слугу народа», ну и так далее. То есть это пока информационная пыль. А вот назначение и движения, которые будут потом происходить с кадрами и так далее, покажут. В бункере спит дальше с величайшим, наипотужнейшим. Вывезен бэк-офис. Или действительно гоняют как собаку по просторам Родины. Понимаете? Я скажу так. Очень, такой показательный момент – это санаторий «Октябрь». Это уже точно закончу этой историей. Я в свое время, я не знаком лично с Андреем Ермаком, мне его один раз показали. Ехал я на встречу с людьми на верхний этаж Санаханта, там, где ресторан находится, а там сидит мурво такое и гладит мальтипу, собачку, хозяйки Санаханта. Мне говорят, ты не знаешь, вот этот человек, он решает все вопросы по варкам в Киеве. Я говорю, я, во-первых, варками не занимаюсь, во-вторых, я проработал чуть-чуть в Киевсовете, ну и так далее. Мне услуги такого рода не нужны. Я посмотрел, сидит и сидит. Потом через время мне звонят люди, которые мне его показывали, говорят, так это же и был вот это тот, Ермак, который это сам. К чему санаторий «Октябрь»? Мне вот перед Миндичгейтом, когда началась история со строительством этого городка династии мародеров, да, на который испалился Ермак, собственно, потому что нам скоро покажут видео и аудио, где он там обои выбирал, ну и так далее. Это сам. Мне приходит информация. Ермак отжимает санаторий «Октябрь». Знаете, честно, я думаю, где кардинал, а где санаторий «Октябрь»? А оказывается, с варка можно выйти, но с человека-ларечника выгнать нельзя. Оказывается, действительно было. Оказывается, действительно в противовес этому Кауфману, Грановскому, там был Ермак, он завел сухопутчиков туда, они там сидели, а Буданов, которого попросил явно Арахамия, который является партнером Кауфмана, пришел, выкинул сухопутчиков, устроил чуть ли не гражданскую войну на одном взятом объекте санаторий «Октябрь», и я понял, ларечник в душе – это навсегда. Кардинал и ларечник. Ларечник и кардинал. Почти за классиком.
Ну и последнее. По династии мародеров, по этому городку, вот все попытки, опять же, сейчас нам покажут видео, где там обои выбирает, еще что-то делает Ермак. Друзья, прошу всех журналистов, всех, кто еще там не продал душу марафону и другим Соросам, обратите внимание на следующее. Традиция есть жить четвером. Кварталовская традиция. Под Кривым Рогом городок построен был на четверых. В Мархалевке, Иванковичах, Васильковского района на четверых. Там, откуда выехал Зеленский, и на Киселя переоформил этого депутата, ну, с Кривого Рога. Ну, и тут на четверых строили. Потому, найдя Ермака, ищите Зеленского, который нас всех, а главное тех, кто под Мирноградом, Покровском, Полёх, Мариуполе и Авдеевке, продал за Жегловым, за домик с бассейном. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим зрителям. Друзья, поддержите канал Александра, поддержите лайком, репостом, комментариями. Читаю все комментарии. Поставьте вопросы, отвечу у себя на канале. Сегодня, к сожалению, не смог быть в эфире, ответить на следующей неделе отвечу в прямом эфире. И будет вам счастье, будет всем нам мир. И будем жить, друзья. Да, друзья, подпишитесь на Мосейчука. Ссылка на Телеграм и на YouTube в описании к этому видео. Берегите себя и друг друга. Добра и света.